Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас рассмотрим вот такой вот факс, модель KXFC968. Значит, в чем проблема с данным факсом? Данный факс не хочет заглатывать бумагу. То есть, когда вы хотите отправить какой-либо документ, он просто его не захватывает. И, соответственно, потом идет рассоединение, и после этого, соответственно, связь прерывается. Как это? Вот смотрите, мы проведем сейчас такой вот пример. Вот, мы, значит, его... Давайте возьмем листик, у меня просто такой листик есть. Вот. Видите, как бы он, когда после щелчка, он должен эту бумагу захватить и, соответственно, потом чтобы отправить. Но он ее, видите, он ее не захватывает. Вот. То есть он пытается, но не может. Видите, вот такая ситуация. То есть... И когда вы захотите отправить, соответственно, эта бумага никуда не пойдет. Значит, смотрите, как это проявляется. Мы сейчас возьмем, просто нажмем такая функция, как называется copy. То есть, из этого документа, соответственно, вот с обратной стороны у меня есть документ. И, соответственно, мы хотим сделать копию. То же самое, что отправить. Вот видите, он ее не хочет захватывать. Сейчас мы возьмем, нажимаем старт. Это если бы мы отправляли бы факс. Так мы сделаем просто копию. Так, нажимаем. Сейчас. Видите? Не хочет идти. Он пытается, но не хочет. И все. И возникает вот такая вот ошибка. Давайте еще раз попробуем. Может, некоторые думают, что у меня это листик, но сейчас я попробую другой найти. Другой сейчас листик найду. Так, я нашел другой, видите, такой чистый листик. Тут тоже есть с обратной стороны текст. Вот сейчас мы попытаемся опять его вставить. Видите, он как бы пытается захватить, но не захватывает. Видите, вот я спокойненько достаю этот лист. Вот я спокойненько достаю этот лист. Сейчас мы нажмем «Сделать копию». Видите, он пытается его захватить, но не идет. Видите, пытается. Все, видите, опять ошибка. Теперь в чем проблема? Будем разбираться. Но если этот листик пошевелить, вот смотрите, попробуем еще разок. Копий. Вот если мы его будем так вот двигать руками, что-то все равно захватил, но не хочет его тянуть, видите? Захватил, но не хочет его тянуть. Что у нас в итоге получилось? Видите, вот такая вот размазня какая-то получилась. Вот. Это все потому, что он просто не захотел, не смог затянуть этот листик сюда. Давайте еще раз, я вот другой стороной еще попробую его засунуть. Вот я его сейчас попробую засунуть другой стороной. Он даже что-то типа захватил его чуть-чуть. Давайте нажмем копии. Видите, он не идет листик, не может его, видите, не может его тянуть. Все, будем разбираться. Значит, сейчас мы откроем факс, нажимаем вот эту кнопочку и посмотрим, что у нас там. Я не буду все снимать, потому что одной рукой неудобно. Вот мы видим бумага. И вот такое впечатление, что вот этот ролик, он как-то плохо прижимает или что-то внутри, там плохой контакт какой-то вот. В одну сторону крутится, в другую не крутится. Вот это надо будет сейчас разобрать и посмотреть, в чем проблема. Попробуем исправить. Значит, уважаемые зрители, несколько раз пробовал заставлять бумагу. Значит, она таким же образом, как я показывал до этого, не хотела идти. Значит, получается, вот этот ролик крутится, но она не подается вот на следующий. То есть, вот этот ролик, он не может, когда бумага подается, она не может, вот этот ролик второй, он не может ее захватить. Вот между, ну, здесь бумага проходит, не может ее захватить. Я обратил внимание, что здесь есть вот такая вот такой вот прижим, значит. Такой вот есть прижим. Смотрите. И, ну, я потом покажу, куда я дену. Здесь такая вот есть
Вот такая кожаная, похожа на кожу, такой вот, скажем, девайсик. Вот. И он какой-то подзношенный. Я не знаю, хотя я факсом мало пользовался. Ну, с одной стороны, он более-менее нормально, а здесь он, видите, он такой блестящий как будто. Ну, сейчас я попробую его обработать, с другой стороной поверну. Если это не поможет, то тогда будем дальше разбираться, в чем проблема. Что, уважаемые зрители, значит, смотрите, что я сделал. Я подогнул вот эту пружинку. Вот эту пружинку я ее сделал больше, да, по длине, чтобы она была. И, значит, почистил спиртом вот этот вот, тоже такую прижимную, как бы, вещь. Сейчас, уважаемые зрители, значит, мы здесь все собрали. Значит, поставили мы вот эту часть, что я вам говорил, на место. Значит, ее смазали. Я ее повернул другой стороной и вставил назад. Вот также я протер, соответственно, еще дополнительно обработал от грязи вот этот вот ролик, раз, и вот этот ролик, я уже говорил. И дополнительно обработал вот этот ролик. Так, ну, соответственно, после такой процедуры наш факс должен заработать, нормально захватывать бумагу. Хочу также обратить внимание ваше еще также, что вот этот вот ролик, вот этот вот прижимной ролик, раз, и этот ролик, два, они должны вращаться синхронно. Если вот этот ролик вот вращается, вот этот не вращается, да, то есть несколько раз вот, ну, я вам сейчас продемонстрирую. Вот вы нажимаете вот эту кнопку, вот смотрите. Видите, вращается. Ну, это потому что я его покрутил, и он как бы перестал вращаться одно время. Вот сейчас он вращается равномерно. Если этого не происходит, то есть получается, мы когда вставляем лист бумаги сюда, он касается вот этой кнопочки, и он спокойненько вращается. Если вот этот ролик у вас, получается, не вращается равномерными с этим, значит, уже нужно разбирать сам этот механизм факса и смотреть, в чем там проблема. Что, конечно, крайне нежелательно. Ну, давайте мы сейчас еще раз вот покрутим. Вот. Потому что я его покрутил, он не синхронно идет. Сейчас он должен синхронно вращаться. Все, видите, все, значит, замечательно. Бумага у нас вставлена. Сейчас я закрою. И проверим, как. Так, нажимаем старт. Все, бумага пропечаталась. Все отлично. Так, сейчас будем вставлять следующий наш... будем вставлять лист бумаги и проверять, как работает. Берем наш излюбленный листик бумаги, вставляем его в факс. Оп! О, видите, захватил. Не вынимается листик. И давайте мы сначала проверим просто его подачу, чтобы он вышел. То есть не будем отправлять, просто чтобы он вышел. Сейчас посмотрим, как он пойдет. Видите, как замечательно все. Подготовил, и все. Сейчас мы сделаем еще раз про такую же процедуру. Отлично. Давайте мы другой стороной ее повернем. Отлично захватил. Выброс бумаги сделаем. Проверим, как прижимной ролик работает. Сейчас он готовится к отправке. И вот он пошел спокойненько работать. В отличие от предыдущего раза такого не было. Сейчас мы возьмем наш мятый листик бумаги. То есть это, видите, чистый был как бы, не мятый. Сейчас мы возьмем мятый лист. Вот мы уже взяли мятый листик, который с самого начала мы начинали. Давайте его проверим. Если он его уже возьмет, то все, видите, захватил замечательно. Давайте проверим опять на просто выброс бумаги, как работает ролик. Все, отлично пошло. Чтобы он криво так не шел, тут нужно устанавливать вот эти вот равномерно вещи. Отлично, хорошо. А теперь давайте посмотрим, как он делает копии. Вот мы сейчас его вставим опять. Ставим опять, нажмем копий. В прошлый раз у нас он не копировал его совсем. Сейчас вот. До конца мы ее не ждали, чтобы сэкономить. Ну вот, пожалуйста, видите, отпечаталась. Замечательная копия получилась. Все, спасибо вам, телезрители, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
будет много чего интересного еще. Спасибо всем, до свидания.